Весна в Нордкрай обманчива. Снег тает, земля начинает дышать, и кажется, будто худшее уже позади. Но достаточно одной холодной ночи, и все, что решилось поверить в тепло, погибает. Иова знает это лучше других, потому что он ребенок ложной весны. Когда он проснулся, вокруг не было огня. Огонь должен быть красным, а то, что окружало его, было черным. Черные языки пламени, которые не согревают, только пожирают. Дикая охота уничтожила его деревню, его родителей, его прошлое. Он не плакал. Мать говорила, если заплачешь, чудовища найдут тебя. И чудовища нашли всех остальных. Когда все стихло, он выжил. Но вместе с домом исчезло кое-что еще. Он больше не помнил имен своих родителей. Иногда тьма забирает не только тела, иногда она стирает саму память. Его спас Никита. Не герой в сияющих доспехах, а уставший человек, которому пришлось заново собирать орден светоносцев. Пирамиду сложно назвать домом. Это крепость, маяк посреди пустоты. Иуга рос среди людей, которые улыбались днем и плакали на банкетах ночью. Он помогал на кухне, читал архивы, запоминал имена. Каждый отчет заканчивается одинаково. Этот великий светоносец спал, защищая дом. Дом? Он не произносил это слово вслух, будто если не назвать, не потеряешь снова. Когда банкетов стало слишком много, он понял, это были не праздники, это были прощания. Фарфор разбился о пол, и вместе с ним разбилась его иллюзия. Он не сможет спрятаться, не сможет пережить тьму. И однажды ночью он подал прошение вступить в орден. Никита не хотел этого. Он не спасал ребенка, чтобы вырастить солдата. Но Илуга уже сделал выбор. Сначала логистика. Он знал всех. Помнил любимую еду каждого. Подкладывал сюрпризы тем, кто устал. Он не заполнял склады. Он заполнял пустоты в людях. Потому что свою пустоту он заполнил ими. Через год его перевели в следственный отряд. И тогда все повторилось. Три года до прибытия путешественника. Ночной лагерь. Шепот. Соратники сражаются друг с другом. Дикая охота проникла в их ряды. Капитан Ольсон приказал отступать. Он остался прикрывать. Илуга ушел, таща раненого Ивара. Когда подкрепление вернулось, Клифф был залит кровью. Ольсон мертв, отряд уничтожен. Снова выжил только он. Вина выжившего – это не крик, это шепот. Тот самый шепот, который он слышал в детстве. Если бы я остался, если бы прикрывал я, если бы погиб я, он не мог задать эти вопросы Никите, но задал Флинцу. Что хуже, безрассудство или трусость? Флинц ответил просто. Сам факт, что ты светоносец, уже доказывает храбрость. И вскоре вместе с письмом о назначении капитаном Илуга получил глаз Бога. Он был тяжелым, как ответственность. Позже он встретил Айдона, сияющего соловья. В легендах Нордкрая говорится, что солнце создано из соловьев, несущих горящие фитили. Свет – это не данность, это жертва множества. Илуга мечтал быть не цветком, пережившим мороз, он хотел быть солнцем. Когда путешественник прибыл в Нордкрай, Илуга уже был лидером. Он выводил людей из-под влияния бездны, строил аванпосты, берет на себя решения, но тьма не забывает.
Сущность из бездны напоминает ему: 3 года назад, 10 лет назад ты снова выжил. Бьорн погибает у него на глазах, и Луга приказывает отступать, а сам идет в черную пропасть один. Он снова пытался заплатить своей жизнью, потому что так проще, но путешественник возвращает его. Он не имеет права решать все в одиночку. Лидерство – это не самопожертвование, это доверие. Когда они уничтожают ядро катастрофы, в пирамиде устраивают пир. Никита благодарит Илюгу, но Илюга думает о Бьорне. Весна в Ноткрае жестока. Она дает надежду, чтобы проверить, выдержишь ли ты. Цветы выдерживают мороз, но солнце делает так, чтобы мороз отступил. Илуга все еще боится, но теперь он не убегает от страха. Он идет к нему. Он помнит имена, он принимает потери. Он позволяет другим идти рядом. И если однажды ночью станет слишком темно, возможно, в небе вспыхнет еще один соловей. И мир станет светлее не потому, что исчезла тьма, а потому, что кто-то решил стать светом. И, возможно, в его имени скрыто больше, чем кажется. Считается, что имя Илуги может быть отсылкой к древней скандинавской саге Илюга, сага Гридер Фолстра. Легенда о юном датчане по имени Илуги, который спас Троллиху и ее дочь от проклятия. История о мальчике, который не убоялся чудовища, не уничтожил их, а освободил. Иногда древние имена переживают века не случайно, они несут в себе направление. В этой саге Илуги не стал героем из-за силы, он стал им, потому что увидел в чудовище не только страх, но и страдания. И если задуматься, разве это не перекликается с историей нашего Илуги? Он вырос среди тьмы, слышал ее шепот, чувствовал ее дыхание за спиной. Но он не позволил тьме определить, кем ему быть. Он не стал частью ее, он выбрал свет. И, возможно, однажды ему предстоит не просто уничтожить очередное проявление бездны, а разорвать само проклятие, которое держит Ноткрай в вечной ложной весне. Потому что настоящий свет – это не пламя, которое сжигает, это огонь, который освобождает.